Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, обозреватель РИА по вопросам энергетики Сергей Савчук. Здравствуйте! Здравствуйте. Литва передала Украине ТЭЦ 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Сергей, как у них получилось так красиво обыграть демонтаж старой вильнюсовской ТЭЦ, закрытой еще в 2016 году? И не могли ли там затесаться еще какие-нибудь условно ценные запчасти? К заявлению представителя Еврокомиссии нужно относиться с изрядной долей скепсиса, потому что оно, скорее всего, носит больше политический и пропагандистский характер, чем имеет отношение к физической энергетике. Потому что когда Олаф Джилл заявил, что Литва передала целую электростанцию, которая обеспечила электроэнергией целый 1 миллион украинцев, то это, конечно, больше попахивает на такой самопиар. Ну, чтобы не быть голословными, давайте попробуем пробежаться по физическим цифрам и чтобы понять, что же произошло на самом деле. Как нас уверяет представитель Еврокомиссии, на протяжении 11 месяцев Литва вместе с Национальным фондом Польши под кураторством Европейской комиссии, которая выделила 1,1 миллиарда долларов, из которых 300 миллионов выделил, в частности, Европейский банк реконструкции и развития, они проводили тайную операцию по перемещению порядка 3000 тонн грузов, которые представляли из себя различные узлы и агрегаты, и какое-то аппаратное оборудование в интересах у украинской энергетики. И вот сейчас, когда, видимо, операция завершена, они поспешили в этом радостно и победоносно отчитаться. В частности, упоминается, что за все время, не только за данную операцию, а вообще за все время помощи украинскому энергосектору, то есть это как минимум последние 2 года, когда начались более-менее регулярные ее обстрелы, которые до недавнего времени проводились со средней интенсивностью где-то раз в квартал в 4 месяца. Европейский Союз поставил порядка 2500 генераторов и порядка 3 или 4 тысяч трансформаторов. Но здесь, опять же, нужно понимать, что касается генерирующего оборудования, поставлялось в основном, по заявлениям самой украинской стороны, поставлялось в основном оборудование малой и средней мощности. То есть проводилась так называемая, широко разрекламированная, уже ушедшим в отставку по итогам коррупционного скандала команды Германа Галущенко, министра энергетики, широко ими рекламировавшаяся система децентрализации украинской энергосистемы. Фактически это привело, точнее не привело никаким физическим и инфраструктурным прорывам. По факту, благодаря насыщению объектами малой и средней мощности, будем говорить малой мощности, Украина перешла на точечное энергоснабжение. Особенно всего, что касается частного бытового сектора. Потому что оставшиеся именно промышленные мощности производства электроэнергии, они, естественно, уходили на потребности ВПК, на потребности остатков промышленности и на обеспечение базовой жизнеобеспечивающей инфраструктуры, такой как водопровод, водоотведение, канализация, работа общественного транспорта и так далее, и так далее. То есть это те самые тысячи тех самых дырчиков, как их называют на Украине, которые гудят возле каждого магазина, возле каждого дома. Это что касается в целом. Что касается конкретно данной заявленной операции по передаче якобы целой ТЭС, то здесь стоит усомниться в том, что, во-первых, была передана целая ТЭС, потому что она, скажем так, весит значительно больше, чем 3000 тонн. Даже ее базовые ключевые узлы, такие как, например, трансформаторы, которые не поставляются в единственном экземпляре, а там по заявлению Еврокомиссии были трансформаторы весом по 170 тонн одна штука. Литва физически не смогла бы передать электростанцию, выключив ее из своего энергобаланса. По последним данным Евростата, которые были актуализированы на апрель текущего года, установленная мощность всей литовской генерации составляет 5,5 гигаватта. Для понимания, это на 500 мегаватт меньше, чем способна вырабатывать одна Запорожская АЭС. Из которых 2,4 гигаватта, нужно отдать должное, по крайней мере, согласно данным официальной статистики, производят ветровые и солнечные электростанции. По итогам 2023 года, это опять же
последние верифицированные данные, которые подал Вильнюс в Еврокомиссию, национальная энергетика Литвы сподобилась произвести 4,8 миллиарда киловатт-часов электричества, при том, что это не закрывает даже половины национальной потребности. И тут ларчик открывается очень просто. При таком, значит, производстве 4,8 миллиарда киловатт-часов Литва за тот же год закупила 9,8 миллиардов киловатт-часов. Основными поставщиками является Швеция и является Польша. По данным Всемирного банка, на данной торговле Швеция и Польша заработала на супербогатых литовцах чуть менее 1 миллиарда долларов. Если быть точными, то 958 миллионов долларов всего за 1 год. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Поэтому здесь вызывает как бы обоснованный скепсис возможность, скажем так, вырывания из собственной и так не сильно мощной энергосистемы еще действующей, либо находящейся хотя бы даже в резерве электростанции, поскольку нужно быть самоубийцей, чтобы лишить себя, скажем так, резерва, имея столь куцые возможности. Поэтому тут скорее можно предположить, что операция проводилась в несколько этапов. Скорее всего, на территории Литвы просто производилось накопление неких остатков советского наследия, которое в виде всех упомянутого какого-то крупноузлового, крупноагрегатного электрохозяйства, которое, скорее всего, свозилось с территории соседних стран, то есть Латвии и Эстонии, которые являются более энерговооруженными, особенно Эстония, она является самой энерговооруженной из 3 прибалтийских бумажных тигров, и, скорее всего, был проведен некий анализ, оценка рисков, возможности передачи данного оборудования Украине из расчета возможной или прогнозируемой аварийности оставшихся в строю советского энергонаследия. И, видимо, было принято решение о том, что оно либо достаточно надежное и не сломается в ближайшем обозримом будущем, поэтому оборудование можно передавать Украине, либо что его можно будет заменить какими-то быстрыми точечными поставками из соседних стран, в том числе Швеции, например, которая тоже сильно энерговооружена. Либо, скорее всего, по моему глубокому убеждению, расчет был стандартный на то, что можно будет пойти в Брюссель и под скорбные песни о том, что война с Россией стоит дорого и стоит дорого для всех, попросить там пару сотен миллионов евро на покупку электроэнергии у тех же самых уже упоминавшихся стран. То есть, в формате, то есть мы передали Украине, мы большие молодцы, теперь вы, пожалуйста, нам тоже помогите. Поэтому этот вариант выглядит гораздо более реалистичным. Вот. Что касается переправки на территорию Украины через Польшу, то это не является секретом, что Польша у нас давно выступает транзитным логистическим хабом, и, как теперь понятно, через нее перегоняются не только грузы военного назначения, и возятся крупногабаритные грузы для украинской энергетики, но тут в некотором роде можно, может быть, даже порадоваться, потому что, как говорилось в старом советском анекдоте, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. То есть, чем больше перевозили грузов не военных, тем, соответственно, меньше перевозили грузов для обеспечения ВСУ. Поэтому в некотором роде тут возможна некоторая компенсация. Литва взяла старые запчасти со складов, с демонтированных ТЭЦ и продала их по хорошему курсу Украине, получив деньги из бюджета Евросоюза, то есть из кармана европейских налогоплательщиков. Это как такое возможно? Это получается, кто-то позволяет себе наживаться на Украине? Учитывая легендарную украинскую коррупцию и теснейшие связи Киева со странами Прибалтики, которые являются такими застрельщиками наряду с Польшей, тут нельзя исключать и такого фактора, как частичной коррупции, то есть когда определенная часть упомянутого оборудования передавалась заведомо с целью распила. То есть под эту передачу, скажем так, под первоначальное
вычленение оборудования из национальных энергосистем Литвы, либо всех трех стран Прибалтики, получались некие либо прямые финансовые инвестиции, либо финансовые гарантии от Еврокомиссии, после чего за эти же деньги Еврокомиссии это все транспортировалось через Польшу транзитом на Украину, где вполне вероятно могло и списываться, как усушка, утруска легендарная, еще известная со времен советских анекдотов, либо героически погибшая безвременно от ударов российских ВКС. Поэтому не исключается, что это был большой распил того или иного масштаба, когда договорившиеся между собой Киев, Вильнюс и все прочие, то есть заранее готовили эту схему по очередному распилу денег. И, в принципе, с отсутствием возможной цели по восстановлению энергосистемы, скажем так, по ее какому-то кардинальному ремонту и приведению в работоспособное состояние. Такой вариант исключать невозможно. Энергосистема Украины все еще подает признаки жизни, то есть она еще не децентрализована, она еще не разбита на острова. И такой вопрос, а за счет чего она еще жива? Это все-таки решающую роль играют поставки оборудования из благословенной Европы? Или это все-таки удел и заслуга энергетиков Украины, которые вот занимаясь такой вот некромантией, разбором старых, внедрением этих запчастей, такой вот ремонт в кавычках, и спасают, обеспечивая как бы существование энергосистем. Здесь, думаю, скорее всего, комплекс всех перечисленных факторов, и нельзя отрицать того, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, и наверняка используется завозимое на Украину оборудование, в том числе из Польши и Прибалтики. Но в значительной мере здесь следует говорить об обеспечении за счет импорта. Мы помним, что еще в июле текущего года Зеленский с гордостью заявлял о том, что Украина восстановила экспорт электроэнергии, в первую очередь в Польшу, как ключевого и самого крупнейшего покупателя украинской электроэнергии, в частности, которая шла с Хмельницкой АЭС в городе Нетишин. С момента, то есть с июля текущего 2025 года данная структура благодаря внешнему воздействию была нарушена, и на сегодняшний день Украина полностью прекратила экспорт и перешла на тотальный импорт. И тут, в отличие от экспортных схем, ситуация зеркальная, то есть Польша, которая больше всего покупает электроэнергии на Украине, передает ей меньше всего, и при этом Венгрия, которая покупала меньше всего электричества у Украины, больше всего на нее поставляет. Только по открытым данным, за первые полгода, когда экспорт то включался, то выключался, венгры заработали порядка $500 миллиарда на продаже, на перетоках электричества на Украину. Поэтому здесь в значительной степени все-таки обеспечивается за счет импортных перетоков. Данные артерии, пока они будут функционировать, то есть пограничный ЛЭП со вставками постоянного тока, до тех пор, скажем так, у украинского пациента будут капельницы электричества извне. Сергей, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Ссылку на телеграм-канал Сергея Савчука оставлю в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.